Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей ММО-РПГ за неделю. Сегодня поговорим о долгожданных, хороших новостях об отечественной ММО Пионер, уверенные показатели глобальной версии Tron and Liberty, подробности Arcade Chronicles и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках, в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре ММО-РПГ с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. В MMORPG The Elder Scrolls Online запустили новый внутриигровой ивент Explorers Celebration, который предлагает игрокам получить бонусные награды в любой точке Тамриэля. Увеличен дроп с узлов ресурсов, и входит рыбалка и дроп с существ, например, кожа. Стопроцентный бонус к опыту, который суммируется с другими прибавками XP, стопроцентный бонус к золоту за убийство монстров, выполнение квестов и другие активности. Стоит учесть, что во время этого события импресарио решила взять отдых, и ее магазин не будет доступен. Сам ивент продлится до 17 октября, поэтому не упускайте возможность заполучить приятные бонусы. 10 октября 2024 года в MMORPG Arcade произошло крупное обновление, которое включает второй этап развития сервера Mirage. Игроков ждет множество новых возможностей, от освоения неизведанных земель и сражений с мощными мировыми боссами до получения уникальных комплектов экипировки. Также были улучшены механики PvP сражений, обновлены боевые пропуски и добавлены достижения, позволяющие получать новые награды за активное участие в игровом процессе. MMORPG EVE Online готовится к крупному обновлению, которое представит игрокам новый Супер Дредноут Ревенант, легендарный корабль, обладающий уникальными боевыми характеристиками. Доступный с 12 ноября, он обещает изменить баланс сил в космосе и стать символом статуса для тех, кто сможет его заполучить. Этот корабль будет доступен через сложные игровые задания, требующие координации команд и стратегического планирования. Разработчики MMORPG World of Warcraft рассказали обо всех мероприятиях, валютах и наградах, которые будут доступны во время события, посвященного 20-летнему юбилею культовой игры. Вооружившись этими знаниями, игроки смогут принять участие в событиях, которые стартуют уже 22 октября, чтобы получить от празднования как можно больше удовольствия. 23 ноября 2024 года, напомним, исполняется 20 лет World of Warcraft. Чтобы отпраздновать эту важную веху, World of Warcraft выпускает огромное обновление контента, а также внутриигровое событие с 22 октября по 7 января, которое включает в себя множество игровых активностей и наград. Обновление Горизонта для Albion Online, которое принесет в игру большие изменения открытого мира, выйдет в конце октября. 28 октября 2024 года игрокам стоит приготовиться к новому уровню исследования открытого мира, более сложным приключениям, а также к масштабным улучшениям удобства игры, которые значительно изменят впечатление от игрового процесса. Да, одним из самых больших дополнений станет редактор HUD. Это означает, что ваш HUD станет более настраиваемым, и вы сможете регулировать масштаб, непрозрачность элементов, их размер, а также перемещать предметы по своему усмотрению. Наряду с этим появятся новые опции инвентаря, настраиваемые размеры слотов, новая сортировка, функция поиска и другие изменения пользовательского интерфейса. Команда Astron Entertainment продолжает делиться подробностями о новом контенте грядущего крупного обновления для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark. После представления деталей о новом регионе Северный Крузан, разработчики решили рассказать о штабе Крузана, новом типе подземелий. Штаб Крузана позволит защищать ключевые точки Крузана во время битвы с демоническими регионами и получать временные боевые бонусы от союзных сил. Эта новая система интерфейса позволит отслеживать статус сражений на континенте и участвовать в захвате территории. Чтобы получить доступ к ней, потребуется выполнить задание «Путь вперед». Для помощи в битвах на Северном Крузане будет также добавлена новая система подвигов. Она позволит накапливать очки за завершение ключевых активностей и получать полезные бонусы в сражениях. Популярная MMORPG Black Desert получила очередное еженедельное обновление, которое дает игрокам возможность получить пробуждение класса Тооса. Оно доступно с 56 уровня и позволит персонажу управлять энергией 5 элементов вместо инь и ян в наследии. Также апдейт увеличил применение характеристик на арене Солара до 100% соотношения. Это позволит увеличить значение характеристик, зависящих от настроек, снаряжения и навыков, и выстроить новую тактику боя с собственным стилем игры и в соответствии с особенностями класса. А еще для любителей общаться с NPC и выполнять их просьбы было добавлено 149 обычных заданий, доступных в регионах страны Утра.
Студия Mainframe рассказала о следующем крупном контентном обновлении PAX Day, в котором появятся некоторые географические изменения, которые потребуют изменения сюжетных линий. Игроки сохранят своих персонажей, но из-за масштабных изменений им придется освободить некоторые участки, потому что многие места, где они сейчас расположены, будут преобразованы. Разработчики заверили сообщество, что стремятся минимизировать потери. Также команда игры представила журнал, полезный ресурс, который поможет игрокам следить за развитием боевых и ремесленных навыков, а также станет своеобразной энциклопедией новой информации, которая поможет продвинуться по игре. Новый сезон наград уже на пороге, а вместе с ним наступает перезапуск MMORPG New World, которая превратилась в ARPG New World Eternum. Премиум и бесплатные версии предлагают разнообразные предметы и косметику, включая жетоны для трансмогрификации, новые артефакты сезона, сферы и скины. Награды, разумеется, разбиты на уровни. Некоторые предметы будут повторяться, но все же нас ждет множество полезных вещей, включая красивую раскраску оружия и уникальные подарки. Премиум класс также предлагает дополнительные бонусы, такие как премиальные сундуки элементалей. Ну а я напоминаю, что уже 15 октября обновленная версия New World станет доступна широким массам игроков. Более подробно об этом можно узнать из нашего недавнего видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. Компания Innova запустила закрытое бета-тестирование MMORPG Grand Saga на платформе 4Game. Первые участники уже могут войти в игру и стать частью захватывающих приключений, полных сражений и загадок. ЗБТ продлится до 14 октября, предлагая пройти 4 сюжетные главы. На время тестирования игровой магазин будет отключен, а весь прогресс игроков обнулится после его завершения. Награды за предрегистрацию и приглашение друзей станут доступны только в полной версии игры. Некоторое время назад Excel Games и Kakao Games сообщили, что ожидаемый сиквел Arcade станет немного другим. Хотя это по-прежнему многопользовательская игра в рамках франшизы Arcade, в ней не осталось места для стандартной MMORPG под названием Arcade 2. Вместо этого разработчики называют игру онлайновой экшен-RPG и переименовали ее в Arcade Chronicles. На днях же исполнительный продюсер проекта ответил на вопросы игроков, которые неизбежно возникли. В ролике показаны некоторые моменты процесса разработки и объясняется, как, собственно, произошел переход к Arcade Chronicles. В ходе разработки команда стремилась наполнить игру элементами, подходящими для новой эпохи, в надежде раздвинуть границы того, что игроки ожидают от онлайновой игры. Похоже, основное внимание уделяется созданию мира, в котором игрокам действительно захочется жить, и при этом боевые действия будут максимально приближены к тому, что игроки ожидают от однопользовательской игры. Да, мне кажется, можете смело ожидать от меня полноценного видео на этот счет в ближайшее время. Глобальная версия MMORPG Throne and Liberty, релиз которой состоялся на прошлой неделе, уже привлекла более 3 миллионов игроков на всех площадках. Напомним, речь идет о версиях на ПК, а также на консолях Xbox Series и PlayStation 5. Кроме того, стала доступна первая статистика игры. Суммарно герои Солизиума провели в игре более 24 миллионов часов, что означает приблизительно по 8 часов на человека. На стриминговой площадке Twitch игра набрала более 11 миллионов часов просмотров. Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартман не скрывает радости от столь успешного старта игры. С моим видением глобального старта TL можно ознакомиться по подсказке в правом верхнем. Разработчики студии GFA Games, которая занимается разработкой ММО-шутера Pioneer, опубликовали тизер грядущего тестирования их проекта. Или, быть может, речь идет даже о тизере релиза. В общем, точной информации по этому поводу у нас нет, но разработчики заявляют, что им понадобится наша помощь в ближайшем будущем. А потому это почти наверняка какая-то форма тестирования игры. Цитирую. Вы ловите неожиданную передачу по закрытому каналу. Всем спящим агентам и оперативникам угроза достигла недопустимого масштаба. Неизвестный враг наносит нам один удар за другим. Кто-то дергает за нити, используя катастрофы и явления синих приливов в своих целях. Годами вы спали в ожидании своего часа. Скоро нам понадобится ваша помощь. Конец связи. Да уж, несомненно интригующе. Что характерно, сообщение сопровождалось очередной картинкой. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.